Доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Карта Судьбы и надеюсь, вам слышен шум прибоя прекрасного океана. Сегодня мы на Мальдивах, на этой прекрасной локации, будем делать расклад на его чувства, мысли, действия по отношению к вам. Будет 4 позиции. Выбирайте ту, которая больше всего вас притянет. Все тайм-коды будут в описании. Выбирайте ту, которая вас больше всего притянет. Первая позиция, вторая, третья и четвертая. Так, начнем мы с вами с первой позиции. Его чувства по отношению к вам. Сейчас у него карта восьмерка мечей на чувствах. Эта карта больше указывает на страхи, на переживания. Возможно, между вами сейчас происходит определенное недопонимание, где он чувствует себя немного дискомфортно. Также восьмерка мечей указывает на какие-то страхи. Возможно, именно сейчас его страхи начали воплощаться в жизнь, и ему от этого немного некомфортно. Также восьмерка кубков указывает на его притяжение, на его чувства, но сейчас его больше одолевают какие-то страхи и переживания. Давайте дополнять. Так, смотрите, пятерка кубков, шестерка пентаклей. По первой позиции может быть у вас пауза. У кого-то это может проиграться как пауза, у кого-то это может быть какая-то конфликтная ситуация, потому что человек переживает, у него чувства очень сложные, у него чувства есть. Пятерка кубков указывает на определенные переживания и страхи, которые он чувствует. Возможно, это чувство мандража, это некая тревожность, которая его наполняет, да, и вот сейчас ему немного сложно. Также шестерка пентаклей, он как будто готовится. Он готовится к определенным действиям. Здесь шестерка пентаклей может указывать на то, что он бы хотел перейти. Но сейчас в чувствах у него есть влюбленность, у него есть определенное притяжение. Но из-за того, что между вами сейчас происходит какая-то ситуация, больше похожая на конфликт, на недопонимание, то здесь ему очень сложно. Он скучает, есть тоска, есть, знаете, сомнения какие-то, одолевают его полностью. Давайте дополнять. По первой позиции очень сложно, потому что в чувствах ему тяжело, ему сложно. Сейчас мы будем дополнять. Давайте посмотрим еще его чувства по отношению к вам. Что он чувствует помимо тоски и недопонимания в данный момент. Конечно, рыцарь кубков. Конечно, хочет появиться. И скорее планирует, девочки, смотрите, он планирует, потому что здесь рыцарь кубков, он уже готовит какие-то действия, он уже пытается как-то продумывать план, то есть в чувствах он точно уверен, что он сделает шаги. Естественно, рыцарь кубков также показывает на влюбленность, на притяжение, на связь между вами, поэтому не переживайте. Ну да, ситуация здесь сложная. Давайте посмотрим на его мысли по отношению к вам. Что он думает по поводу вас, какие у него мысли. Десятка кубков, девочки. Смотрите, прекрасная карта. Он считает вас полноценной парой, он считает, что вы прошли какой-то опыт, что вы уже перешагнули какие-то рамки. И десятка кубков однозначно он чувствует и думает о вас как о семье, как о человеке, с которым он хотел бы проводить время, как человеке о празднике, да, десятка кубков. Это олицетворение семьи, это олицетворение позитива, вот этого счастья, которое он внутри себя ощущает. Очень хорошо. Но также по десятке кубков мысли он может думать, девочки, либо если, например, вы в ссоре, да, есть сигнификация ссоры и недопониманий здесь, то он прям продумывает план, как появиться и как сделать так, чтобы вы вот точно его простили, приняли, да, и забыли какие-то, может быть, прошлые моменты. Потому что у кого-то это может поиграться как предложение, у кого-то это может поиграться как что-то такое, знаете, прям ценное, большое именно для вас, потому что это как, ну, некое маленькое исполнение мечты, но связанное именно с семейной жизнью, связано с такой идиллией семейной и с любовью. То есть в мыслях он думает об этом.
Давайте посмотрим еще, что он думает, какие у него еще мысли. Тройка кубков хочет с вами веселиться, хочет, конечно. Видите, у нас на мыслях вторая карта масти кубков, поэтому это хорошо. Тройка кубков веселиться хочет с вами, хочет проводить время, хочет какого-то, знаете, драйва, огня, а, тусы какой-то, да, то есть это прям именно хочется веселиться, резвиться, то есть в мыслях он держит эти воспоминания, как вам было хорошо, как вам было прекрасно, и, конечно, он стремится к этому. Давайте дополнять. При этом также в мыслях он может видеть вас, также только в мыслях он может видеть вас очень такую озорную, очень позитивную, очень такую, может быть, импульсивную в хорошем смысле. Вы не сидите на месте, вы всегда знаете, что, как, где, почему. То есть, как занять себя, как придумать позитивный досуг, что, конечно же, очень-очень хорошо. Потому что в вашей паре, скорее всего, вы более такой заводной человек, вы придумываете какие-то, может быть, интерактив, да, либо какие-то развлечения, а он менее активный. Так, давайте дополнять. Ну, карта страшного суда, да. Что-то между вами произошло. Это, скорее всего, конфликт, ссора. У кого-то это может быть пауза, расставание, да? Что вот вы сейчас на момент просмотра видео смотрите, именно будучи уже не в паре с этим человеком. Он об этом переживает, он думает об этом. У него карта страшного суда, она больше указывает на страхе, на то, зачем, почему это произошло, для чего это происходило, какой опыт, что мне из этого извлечь. Потому что на самом деле вот подобная ситуация у вас, скорее всего, не первая. Потому что он, то есть он задается вопросом, было много подобных ситуаций, почему опять? Вот почему сейчас произошло так же? Почему? Что повлияло на это? Что нам помешало, грубо говоря, да? Что нам помешало? Потому что здесь страшный суд, конечно, он переживает, конечно, у него, не могу сказать, что разбитое сердце, но душа его болит, душа его плачет, он бы хотел что-то изменить, но пока скорее не в силах. Но мы это в любом случае будем смотреть еще по действиям. Давайте посмотрим действия, потому что здесь прям очень интересно, чем это все в итоге закончится. Так, давайте смотреть его действия по отношению к вам. Рыцарь жезлов. Девочки, ждите, придет очень-очень скоро. Очень скоро, на коне, прискочит эмоционально. А знаете как, рыцарь жезлов о чем говорит? О том, что я знаю, что времени мало, я знаю, что я не успеваю, но я успею. Вот как бы у него вот такое значение, да, вот внутреннее, что сам мужчина, который готов к вам прийти, он знает, что уже время достаточное прошло, и, возможно, время на обдумывание и время на раздумывание прошло, но он как бы не спеша он идет. Но, опять же таки, сейчас не спеша он идет, но в скором времени он прям прискачет на эмоциях. Конечно, будет всячески ну, что у нас по рыцарю, да? Что он будет делать? Он будет всячески извиняться, он будет всячески придет, скажет, вот я, давай люби меня, прости меня, не обижайся, все в этом духе. То есть он именно с позиции рыцаря придет, он с позиции высокой придет, он сделает какой-то жест, и этот жест, он будет очень эмоциональный. Возможно, он придет и скажет, слушай, да все мне надоело, люблю тебя, не могу без тебя, давай, все там, забудем про все старое и начнем заново. Потому что действие в любом случае будет. Самое первое активное действие – это его появление на вашем пороге. Давайте посмотрим дополнительно, какие действия у него будут. Смотрите, но из-за того, что у него будет действие по отношению к вам, у него перевернутый император, он потеряет какую-то цель. Здесь человек жертвует своей целью ради вас. Он жертвует чем-то для него дорогим. Возможно, это связь с прошлой семьей. То есть здесь мужчина может быть не свободный в каком плане. То есть он может быть разведенный, с семьей и поддерживать какую-то связь. И, возможно, ему там ставят какие-то ультиматумы, да, что вот ты там, не будешь строить отношения, потому что это ранит там меня, твоих детей, ну, условно говоря, да, плюс-минус. И, конечно,
он сделает выбор в пользу вас, потому что он теряет какую-то связь, он теряет какой-то план, он теряет какую-то цель. Цель, которую он приобрел и которую наслаждаетесь сейчас. Так что, девочки, это очень хороший жест, поэтому он как рыцарь придет, да, что вот посмотри меня, я выбрал тебя. Посмотри на меня, я вот пришел сам к тебе. Меня никто там не направлял, меня никто не зазывал. Не ты этого не делала, это сделал я. Конечно, пятерка жезлов будет ломать вот этот кризис, карта перевернута будет ломать вот эту стену, которая есть между вами. Девочки, первая позиция очень хорошая, очень прекрасная. Если вдруг вы находитесь в отношениях, да, но знаете, в данном случае, во второй сигнификации, он пойдет на большие жесты. Это может быть предложение, это может быть построение семьи, это может быть даже путешествие, в котором вы и поймете, что вы семья, что вы одно целое. Дорогие мои, очень прекрасный расклад. Желаю вам хорошего настроения. И, конечно же, подпишитесь на мой YouTube и Telegram канал. Буду очень рад видеть вас там. Также ставьте лайки и комментарии. Напоминаю, в Telegram-канале будет розыгрыш в середине апреля, где я разыграю 3 консультации со мной, также программные встречи. Удачи вам! Так, мы переходим с вами ко второй позиции. Это у нас туз кубков. Прекрасно. У него очень сильные чувства. Да. Туз кубков — это любовь, это чувство, это истинная любовь. Это когда человек прошел через огонь и воду, человек прошел через какие-то тяжелые, возможно, препятствия, вообще очень долго шел к вам, очень долго шел к этим чувствам. Это настолько прекрасно, что на чувства попадает туз кубков, потому что он подтверждает его сильные чувства к вам. Эта карта подтверждает сильное притяжение по отношению к вам. И, конечно же, любовь. Во второй позиции точно есть любовь. Точно он видит вас как своего человека. Он бы хотел с вами строить больше, да, чувства у него прям вот эти бабочки, влюбленность. Но это серьезная любовь, девочки. Это не тогда, когда вот, например, там 15 лет, да, условно. Это тоже неплохо, но человек на серьезные жесты готов ради вас. Вторая позиция очень хорошо, потому что туз кубков прекрасно. Давайте дополнять, какие еще у него чувства по отношению к вам. Как королева Пентаклей. Прекрасно. Знаете, как вы очень сильный человек. В двоечке вы очень сильный. Почему? Потому что тут четверка мечей подтверждает ваш союз, что вы ему помогали. Что вы помогали ему прийти к пониманию вообще того, что вот в его жизни, что сейчас происходит, ему это необходимо. Вы его направляли. Конечно, королева Пентаклей — это женщина достатка, это женщина земли, которая всегда все берет в свои руки. Она знает, как правильно что делать. То есть вы чуть-чуть выше, возможно, его по энергии, по внутренней силе, потому что здесь это чувствуется. Королева Пентаклей, да, и он император перевернутый, что говорит о том, что его в какой-то момент вы, возможно, спасли и также осадили, да, то есть сказали ему: ты кто? Ты кто есть в этой жизни, да? Ну, ну, грубо говоря, да, и показали ему вот как будто свое место. Ему это понравилось, его это зацепило. Поэтому, конечно, в чувствах у него здесь прям любовь, прям притяжение, ему нравится быть в этой позиции. Да, конечно, он как мужчина пытается реализовываться, пытается делать какие-то действия, но ему очень нравится то, что происходит в вашей паре. По отношению к вам, он видит вас очень сильный, очень серьезный. Иногда моментами вы, конечно же, можете быть очень мягкой, очень такой, а, очень такой женственный и прям супер комфортный, да, именно в позитивном плане. Но, конечно, ему больше нравятся ваши активные такие действия, как королева Пентаклей. Это очень хорошо. Но чувства предельно понятны, потому что здесь у него очень сильные чувства, он вам в душе благодарен, он вам тянется и, конечно же, хочет быть с вами. Давайте посмотрим по его мыслям. Какие у него мысли по отношению к вам. Семерка кубков фантазирует, мечтает, представляет, возможно, как вы хорошо могли бы проводить время, да, он осознает, что вы являлись
вот его мечтой. Возможно, ваш типаж, возможно, именно вы. То есть он видел вас во сне. Слушайте, девочки, возможно, он вам уже и говорил или скажет, да, что ты знаешь, как будто мы с тобой знакомы. Ты знаешь, как будто бы я видел тебя уже во сне. Ты особенный человек в моей жизни, потому что двоечка — это прекрасно. Вот, ну, вторая позиция — это прекрасная карта. Это прекрасная карта, потому что чувства у него очень сильные, у него очень искренние. И мысли у него о вас, конечно, девочки, фантазирует о вас, фантазировал, мечтал, видел во снах, да, то есть вы для него прям были такой желанной особой. Давайте дополнять, какие мысли у него еще по отношению к вам. Рыцарь Пентаклей готовит какой-то подарок, девочки, ждите. Хочет прям приготовить какой-то значимый подарок для вас. Это будет материальный какой-то сюрприз, да. Это может быть как и какие-то украшения, да, драгоценности, так это может быть что-то очень ценное для вас. Да, возможно, здесь вы что-то собираете, может быть, вы коллекционируете что-то, да, и человек захочет каким-то жестом вам это преподнести. А может быть, это просто будет какой-то подарок в виде там украшений, в виде, может быть, даже деньги. Но здесь больше именно подарок такой хороший, стоящий, материальный. Вот давайте дополняем. Да, четверка пентаклей. Слушайте, ну прям очень хорошо. Тройка жезлов, четверка пентаклей. Вы его заряжаете эмоционально, вы его очень сильно вдохновляете. Он думает о том, как бы подобрать время. Возможно, у вас есть какой-то нюанс, пока я не понимаю, какой нюанс, потому что он как будто бы пытается то ли загладить свою вину, потому что вот то, что у него сейчас есть в мыслях, он пытается то ли загладить свою вину, то ли что-то сделать, какие-то жесты для вас, которые вас очень сильно порадуют. Возможно, он просто хочет сделать эти жесты, да, вот просто подарить вам что-то, просто дать вам какой-то позитив и вообще какое-то счастье. Ну, в общем, девочки, в мыслях очень хорошо, потому что ну, вы его вдохновляете, он готовит сейчас подарок. Конечно, это прекрасно. Давайте посмотрим на его действия по отношению к вам. Как раз и посмотрим, что там за подарок. Туз Пентаклей, девочки. Надеюсь, вам видно, потому что сейчас туз Пентаклей, девочки, надеюсь, вам видно. Очень хорошо, потому что он сейчас готовится именно к большому какому-то подарку. Это могут быть либо деньги, да, либо это может быть что-то прям большое, что-то прям очень ценное и очень дорогое, потому что он уже точно знает, что он вам преподнесет, потому что это что-то большое, это туз пентаклей, это достаток, это деньги, все, что с этим ассоциируется. Конечно, ждите подарка, девочки, по второй позиции. Здесь очень-очень хорошо. Давайте дополнительно посмотрим. Возможно, позовет вас эти путешествия, да, возможно, вас, да, здесь может быть путешествие, здесь может быть дорога совместная. И здесь он сделает какой-то жест, который вы ждали уже давно. И вас это очень сильно порадует, однозначно, потому что здесь действия, они очень-очень хорошие и позитивные. Дорогие мои, желаю вам удачи. Прежде чем закрыть это видео, попрошу вас подписаться на мой YouTube и Telegram канал, поставить лайк этому видео. Благодарю вас. И напоминаю, что в Telegram-канале скоро пройдет розыгрыш, где я разыграю 3 консультации со мной, а также программной встречи. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Удачи! Мы переходим с вами к третьей позиции. Именно карта Тройка Пентаклей. Ему на чувствах тройка пентаклей. Это очень хорошо, потому что его чувства растут по отношению к вам. Также здесь, скорее всего, его чувства... Может быть, вы работаете вместе, может быть, вы познакомились, может быть, у вас одна сфера какая-то, да, то есть вы очень близки, ему это очень нравится, потому что тройка пентаклей вообще карта связана с профессией, да, связана с мастерством профессии. Возможно, вы связались как-то, может быть, там, вы познакомились на своей работе, может быть, вы совместно как-то, да, связаны. В общем, карта очень хорошая на чувствах. Его тянет к вам, у него есть чувства, они растут. Кстати, здесь тоже по третьей позиции, может быть, это новое знакомство, может быть, новый человек, может быть, человек, которого вы загадали, это вот как бы только все начинается. Давайте дополнять его чувства по отношению к вам. Сложные чувства. Либо здесь сигнификация будет как новое знакомство, новые чувства, либо здесь сигнификация будет как
люди, которые расстались, как люди, которые уже не вместе какое-то время, потому что у него очень смешанные чувства по отношению к вам. Его чувства как будто бы растут, но у него есть какая-то обида, потому что здесь именно обида. То ли вы как-то с ним поступили не так, то ли он не ожидал чего-то от вас, потому что здесь вот двоякое такое, знаете, если по чувствам двоечка кубков перевернутая, она больше указывает на вроде бы тянет к вам, а вроде бы и отталкивает. Вроде бы есть у вас какая-то загадка, которую он хочет разгадать, а как будто бы он даже и лезть туда не хочет. Давайте посмотрим, давайте дополним. Но я думаю и уверен, что вы понимаете, о чем я говорю, когда смотрите подобное видео, да, то есть вы ярче понимаете эти события. Да, смотрите, девочки, скорее всего, у вас пауза, скорее всего, вы расстались. Может быть, новое знакомство, но чувства, они только развиваются, да, если вы догадали нового человека, помните, что здесь чувства только развиваются, троечка Пентакли, она как раз-таки указывает на вот этот рост, но только-только начинается. Но здесь больше сигнификация именно людей, которые расстались, которые в паузе, потому что карта повешенного указывает на недопонимание, карта повешенного указывает на неразрешенную ситуацию, на конфликт, на страхи, на вот это вот чувство тревожности, да, все, что он чувствует, он тянется к вам. У него есть чувство, но что-то ему не дает это сейчас раскрыть, потому что ему тяжело. Ему очень тяжело, потому что я все-таки чувствую какую-то вот паузу между вами, какую-то стену, которая вам просто не дает, ну, ему, по крайней мере, не дает там раскрыть все свои чувства, потому что здесь, да. Но помните, что по чувствам, конечно, есть притяжение, есть влюбленность, но очень сложная ситуация. Напишите потом в комментариях, какая у вас сигнификация. Это новые отношения, либо бэк паузы. Давайте посмотрим по мыслям, что у него на мыслях по отношению к вам. Да, правосудие. Да, девочки, как ни крути, здесь больше сигнификация именно людей, которые находятся в паузе. Потому что здесь и правосудие, император, и Верховная Жрец. Император перевернутый. Здесь карты больше говорят о вопросах зачем, за что, почему. Может быть, вы с ним как-то поступили, да, по его мнению, обидно. Может быть, даже предательство делали. А может быть, он считает, что вы были неверны ему, потому что он как будто бы внутри себя пошел на многое, он от многого отказался, а вы с ним как-то поступили нехорошо, он считает. Потому что он здесь считает, что он этого не заслужил. Да, какой-то вот такой у нас мужчина выходит, что он считает, что он не заслужил чего-то, что вы ему дали, и почему-то хочет воспринимать это как предательство. Давайте посмотрим дополнительно его мысли. Обидно, ну обидчивый, ну такой, знаете, может быть эгоист, нарцисс, да, очень прям обиду таит какую-то и любит себя конкретно, и, понимаете, вы должны были пойти на какую-то жертву ради него, вы должны были что-то сделать ради него, вы должны были, не знаю, показать ему свою любовь, вы это ему не показали, и вот он сидит и теперь весь в расстроенных чувствах, как так. Но, конечно, сахарный такой вот у нас мужчина здесь получается, потому что ему, конечно, тяжело. Но готовится к чему-то, здесь туз жезлов, он испытывает огромный спектр эмоций сейчас. И это как и негативные, и позитивные чувства. Он пытается вас оправдать, за что только, да, то есть он пытается здесь думать о каких-то моментах, что вот, почему она так поступила, зачем ей это нужно было. Какие-то такие ситуации здесь происходят на его мыслях. Очень, конечно, непростые карты, очень непростой мужчина. Ну, давайте посмотрим мысли плюс-минус. Нам понятно, да, что он обижен, что он в недопонимании, зачем, почему, много разных эмоций. Давайте посмотрим его действия по отношению к вам. Какие действия он будет совершать по отношению к вам. Знаете, девочки, вот никаких действий с его стороны не вижу. Он проявляться будет, возможно, писать, звонить. Здесь сложная позиция, скорее всего, все-таки вы расстались. И это вот эта пауза, она может затянуться у вас, потому что действий здесь очень мало. И действия могут быть только проявление через СМС, через звонок.
через какие-то, может быть, такие вот встречи. И сам мужчина, возможно, не свободный, сам мужчина, возможно, прячется, может быть, под третьей позиции. Здесь у вас некие тайные отношения, которые а, должны были подойти к своему вот рациональному окончанию, да, к своему вот завершению. И, возможно, сейчас тот период, когда мы, и вы понимаете, что все, вот он, конец. Но я не могу сказать, что это конец прям до конца, потому что здесь карты, они больше указывают на его желание проявиться и, конечно, некую зависимость, да. И вообще очень сложные отношения, когда мужчина что-то требует и прям больше требует, хотя сам, например, не готов на какие-то действия, потому что по энергии я чувствую, что человек не свободный, я чувствую, что он морочит вам голову, я чувствую, что он не договаривает, что он морозится, да. Здесь очень сложно, потому что здесь чувствуется манипуляция, здесь чувствуется некий абьюз. Обиженный какой-то мужчина, который пытается что-то вытащить из вас, требовать из вас. К сожалению, девочки, третья позиция мне вообще очень не нравится. И здесь что возможно? Возможно его проявление чуть позже, именно активное проявление, но тогда, когда вы уже, возможно, начнете какие-то новые отношения. Не обязательно серьезные отношения, это могут быть просто по входу на свидание, какие-то, возможно, переписки, общение. Вот только тогда он хочет проявиться. Потому что здесь он слишком много каких-то ожиданий на вас сложил, и при этом сам палец о палец не ударил и хочет там чего-то добиться. Поэтому, да, девочки, третья позиция, она очень сложная. Я желаю вам удачи в разрешении этой ситуации. И также прошу вас подписаться на мой YouTube телеграм-канал. Напоминаю, что в скором времени будет розыгрыш, где я разыграю 3 консультации со мной и также программные встречи. Все это будет в телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Удачи вам. Так, мы переходим с вами к четвертой позиции, заключительной на сегодня. Это у нас колесо фортуны. Чувство удивительное, чувство у него огромное, вы его удача, вы его свет. И, конечно, огромный спектр эмоций. Это старший аркан, который указывает на большой опыт, возможно, что вы прошли. И, возможно, здесь его чувства, они да, они еще не дошли до пика, потому что вот он, может быть, думает, когда уже будет пик вот этих чувств, да, когда уже будет пик вот этих эмоций, потому что каждый раз он испытывает какие-то новые чувства по отношению к вам. Но любовь есть, девочки, однозначно любовь, чувства сильные, притяжение, колесо фортуны, тем более, вы его удача. Конечно, он не захочет ее отпускать, да, свою удачу, то есть вас. Давайте дополнять, какие еще чувства он испытывает к вам. Верховный жрец, император. Очень хорошо. Смотрите, здесь чувства очень сильные, получает какой-то невообразимый опыт, потому что это новые чувства, которые он не чувствовал ранее, и новые эмоции, новые чувства по отношению к вам. И вообще, в принципе, скорее всего, у него такого никогда не было, потому что с вами он проживает прям каждый день по-разному. Это новые чувства, новые эмоции. Любовь есть, девочки, влюбленность, притяжение. Очень сильная тяга к вам, потому что он вам внутренне очень... Может быть, он вам этого не говорит и не показывает, но внутри он как бы чувствует такое родство, чувствует любовь, но, возможно, боится признаться, чтобы вас не оттолкнуть, либо не показаться каким-то, ну вот, странным человеком, который будет вот рассказывать про свою высокую любовь. И, может быть, просто думает, ну вот не по-мужски это вот сейчас, да? Есть же разные мужчины. Поэтому, да, чувства у него есть, девочки. Четвертая позиция очень сильная, очень родные чувства. Тянется к вам безумно. Давайте посмотрим его мысли по отношению к вам. Слушайте, может быть, вы не свободны оба. Может быть, это тайное отношение, потому что на мыслях Луна все приходится скрывать, все приходится прятать. Да, почему-то он именно видит ваши отношения как отношения тайные, которые находятся под светом Луны, но не под светом Солнца. И здесь он бы хотел вывести это на новый уровень,
но как будто ему очень сложно будет, как будто ему что-то пока не позволяет. Но он ищет возможность, у него восьмерка жезлов, он ищет возможность, причем он сильно ее ищет. Посмотрите, восьмерка жезлов, это тогда, когда он подбирает вот эти вот, видите, ключи, подбирает нужный какой-то, может быть, вариант, нужный какой-то момент. И он знает, что если он не сделает этого жеста, это все может просто куда-то уплыть. То есть, это может куда-то уйти, то есть он может это потерять. Здесь мысли у него однозначно. Он видит вас очень раскованную, он видит вас очень притягательную, очень властную. А в мыслях он держит как раз-таки ваш вот этот образ женственности, вас как очень такую красивую, великолепную. То есть, да, все очень хорошие слова. Почему? Потому что мужчина боится вас потерять. Когда мужчина боится вас потерять, естественно, вы для него являетесь луной, солнцем, да, там, не знаю, вселенной, огромной вселенной. И здесь вы для него прям огромная вселенная. Чувства у него очень искренние, чувства у него большие по отношению к вам. Конечно, он сейчас в мыслях ищет какую-то возможность, чтобы что-то реализовать, чтобы что-то изменить, потому что здесь все-таки мне больше идут тайные отношения. Может быть, просто он прячет эти отношения, может быть, он боится сглазить, да, может быть, он боится, чтобы как бы счастье любит тишину. Может быть, поэтому, да, здесь выходит вот такая карта, которая указывает больше на таинство. Давайте еще посмотрим, что она вас думает. Ну, смотрите, императрица вы для него, но карта перевернутая вышла. Это хотел бы, чтобы вы были его женой, хотел бы, чтобы вы были его человеком, а вот до конца жизни, да, и хотел бы, чтобы вы прям четко были его половинкой, но вы королева жезлов. Да, скорее всего, вы, может быть, вы пока в отношениях, которые либо идут к чему-то серьезному, либо вы все-таки являетесь как бы тайной женщиной, которая за его спиной, да, то есть прячется за его спиной, который стоит именно там. И здесь, конечно, очень сложная позиция, потому что он разрывается, он не знает, что ему делать, он не знает, что ему брать, как, зачем, почему. Очень много вопросов и очень мало ответов. Конечно, здесь такой момент присутствует. Давайте дополнять, давайте еще одну карту на мысли. Строим. Да, видите, перевернутая десятка пентаклей. Очень хочет строить с вами семью, очень хочет быть с вами вместе, но что-то ему сейчас не дает. Но сейчас давайте посмотрим на будущее, да, мы смотрим на его действия. Какие действия от него стоит ждать. Девочки, действия будут десятка кубков. А знаете как? В течение, может быть... Во-первых, он даст вам какое-то обещание, которое точно сделает. Но это обещание, его исполнение, оно не будет быстро. Но он придет к тому, что ему нужно поменять полностью свою жизнь. Будет трансформация у него. И он придет к вам. Потому что я вас вижу вместе. Я вас вижу вместе как пару. Я вас вижу вместе как большой союз, в котором вы будете прям четко идти к своим каким-то моментам. Это, возможно, построение семьи, да, это что-то большое, потому что десятки кубков, это может быть предложение, это может быть построение семьи, это большие чувства, это очень хорошо, девочки. Здесь даже не знаю, что дополнять, потому что по действию здесь предельно ясно, да, что что-то решит, что-то сделает, придет, вот он вам даст это, скажет, пожалуйста, вот тебе, мы с тобой, я тебя люблю, хочу быть вместе. Но вы его точно покорили, вы вскружили ему голову, потому что все время думает только о вас. И хочет ради вас стараться изменить что-то, сделать какие-то действия. Так что, дорогие мои, удачи вам. Попрошу вас в качестве энергообмена подписаться на мой YouTube-канал, также на Telegram-канал. Помните, что в скором времени я сделаю розыгрыш, где будет 3 консультации со мной. Поэтому не пропустите, подписывайтесь на мой Telegram-канал. Удачи вам!